Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, что до конца сентября месяца нам подскажут карты, какую последовательность событий покажут нам. И одновременно узнаем, ведь сентябрь месяц ясности, что или кто спешит в вашу жизнь. И события или основные какие-то вехи, чем придется заниматься, мы узнаем на колоде Ленорман. Позволим картам рассказать нам, что скоро случится или произойдет. Чем вам придется заниматься? Мы будем, скорее всего, что-то прояснять. Итак, 4 карты, как знаки судьбы. Что будет на первом месте? Или что будет требовать от вас больше внимания? Вот как будто нужно будет этому уделить, да? И посмотрим, что нам покажет Ленорман. И продолжим на Таро. И если мы спросили, что спешит или кто, чего ждать в целом, давайте достанем такую карту. Неожиданности или неожиданные события, которые могут произойти. В чем ваша фортуна? В чем вам повезет, мои дорогие? Итак, энергия любви, энергия финансов, любви и личной жизни, ну, где-то энергия взаимоотношений, как вы настроены, может быть, и так. И энергия ваших достижений, работы, учебы, тут у кого что. Давайте будем узнавать. Союз. Прочный союз с каким-то человеком, кольцо. Может быть, это все-таки и личная жизнь, может быть, безусловно. Причем так, как энергия любви, да? Именно любовная история, личная сугубо история. Но это могут быть и родственники, давайте так уже прямо скажем. Или это внутрисемейные какие-то контакты, ваши планы. Я не исключаю все-таки и по работе, по достижениям. Вот есть какой-то прочный союз. Самое главное, по этой карте идет стабильность, мои дорогие. И трефам соответствует, как будто туз треф. Или мы говорим туз жезлов. Это я знаю, что у меня получится. Ну, вы люди уверены. Я могу сказать, если мы спрашивали, что прояснится, сентябрь месяц ясности. Скорее всего, вы какую-то ситуацию действительно сумеете стабилизировать, будь то в ваших отношениях или понимать, что следует продолжать, а что уже не имеет значения. Но скорее и вы как будто не одни. И пусть вот это партнерство будет у кого-то означать в личной жизни, а у кого-то это тот контакт, который касается вашей работы, взаимопонимания, да, по рабочим каким-то моментам. Или, ну, вообще хочется сказать, у вас как-то все складывается по уму, мои дорогие. Это правда. И, значит, это то, что вам должно понравиться. Это сама по себе стабильность, которую олицетворяет телец. Но если соответствие тузу жезлов, да, или тузу треф, это может быть и какая-то новость, я этого не исключаю. Или какое-то важное известие, которое тоже может подвести некоторый баланс или итог, к примеру, тому, что вы проделали ранее, и вы есть за что себя поблагодарить, и более четко обозначит планы на будущее. Вторая карта. Ну да, действительно, итоги, они прямо присутствуют. И это те итоги, которые мы получаем, может быть, как денежный эквивалент, все-таки сбор урожая, правда, коса. Но нам и десятка, кстати, и здесь у нас это соответствует бубнам, поэтому материальная тема в центре вашего внимания. Деньги, откуда они приходят, каким образом, как вы это распределяете, планируете. Может быть, тот гонорар, который где-то там заплутал, вы теперь получите, если были задержки. Ну, до конца месяца, как будто здесь могут быть и в плане даже ваших дальнейших продолжений, перспектив какая-то коррекция. Будьте внимательны, тем не менее, к деньгам, потому что коса предупреждает, не порежься. То есть, видимо, хоть и деньги есть, и вроде как деньги будут. У кого-то это может быть действительно, ну, более крупная сумма, когда вы получаете, если мы говорили гонорар, то это что-то более такое существенное, более емкое. Но я не могу сказать, что мы тут сразу тратим. Все же внимание нам говорит коса. Ты уделяй, будь осторожен. Будь именно осторожен с той сферой, а здесь у нас сфера финансов. Ну, вот такая подсказочка.
Третья карта. Ну вот раз кольцо, да, мы уже точно определились, с кем мы что продолжаем. Вот для вас, мои дорогие тельцы, месяц ясности, это точно. И у нас изображен саркофаг. Оставь как будто прошлое в прошлом. Саркофаг, хоть часто эту карту именуют гроб, но нет, вот Чиромаркетти прорисовал именно саркофаг, и у нас присутствует прообраз бога Анубиса, и мы знаем, это владыка царства мертвых, но если мы говорим о египетской мифологии. И звучит такая фраза: «Оставь как бы вот этому богу прошлое. Он за тем, что тебе даже дорого, телец, но по каким-то причинам либо не видишь смысла, либо не может быть продолжено, потому что вы на это не влияете. Так вот, все то, что вам дорого, может быть, даже то, что приходится оставить в прошлом, как будто боги наблюдают, мои дорогие. Но твоя задача, телец, идти дальше. Девятка. И девятка – это всегда по нумерологии, это вибрирующее число. Мы можем, кстати, перевернуть, да, вот если переворачивается эта девятка, и мы получаем 6, это какая-то победа. Правда, итог будет, победа в чем-то будет, но как будто приготовься, может быть, отчасти и говорит карта коса, впереди еще перемены. На этом все не закончилось. Тебе придется обустраивать уже как бы новое настоящее, новое завтра. И для этого тебе понадобится и мудрость, и силы, и мужество. Вот такой момент перехода до конца сентября. И, наверное, нужно быть дважды, трижды внимательному, потому что берегись нам, как будто говорят, змея. Да, у нас сейчас год змеи, включите змеиный режим. Мы знаем, что змея наблюдает. Есть некоторые темы, которые вы пока не можете до конца прояснить. Все-таки что-то уходит, если сентябрь заканчивается, уходит в октябрь. Тут еще будут какие-то метаморфозы, и где-то будьте внутренне к этому готовы. Люди могут быть, которые действуют обманом, к примеру, все-таки змея. Это может быть прообраз тех людей, которые вам открыто что-то не транслируют, словно затаились. Поэтому вам, я бы сказала, совершенно необходим змеиный режим. Делите все надвое. Могут быть и люди, которые в глаза наоборот говорят что-то приятное, как льстят. Слышать приятно. Ухо вроде радуется, да? А что по факту будет неизвестно, как себя поведет человек. А у кого-то из вас вот эта змея или какой-то прежний опыт, сложный, идти дальше придется. Может быть, вот это именно сочетание триплет и означает, что вы будете пытаться со всеми минусами и даже вот с такими змеями или людьми ненадежными разобраться. И пусть это не буквально какой-то конфликт, мы там кому-то что-то доказываем. Да нет, это мы сами сделали выводы и пошли дальше. Но тех, кого вы обозначили, вот с ними ни в коем случае нельзя заблуждаться или думать, что человек меняется. И я должна сказать планетарно, астрологически, нам ведь тоже говорят, могут и вернуться люди из прошлого, кстати. Или ситуации. Вы уже в этой ситуации были. Вас словно водили за нос. Ну так вот будьте внимательны. Вы оставьте саму по себе ситуацию. Сожалением не место. Это эмоции, которые делают нашу жизнь путанной. Значит, эмоции ты какие-то вот оставь, как в прошлом. Может быть, ты и хотел что-то сделать хорошо, но не поняли, не получилось. Был какой-то пролапс у вас, мои дорогие тельцы. Ну, не стоит об этом сожалеть, тратить свои силы, энергию. Что случилось, оно уже произошло. Но вот как опыт ситуации оставить явно стоит. И вот змеиный режим. Наблюдайте, анализируйте, не торопитесь с выводами. Помните, что могут не всю правду вам говорить. Но, может быть, это касается финансов. Будьте внимательны в отношении финансов, чтобы вас на что-то не уговорили. Может быть, буквально и так. Я думаю, вы меня поняли. Кто или что спешит в вашу жизнь? Вы сами можете куда-то спешить, хотя я могу предположить. Это, к примеру, или вы куда-то намереваетесь отправиться, может быть, совершенно необходимо это сделать. Волшебная карта заслуженного успеха, но часто именно она обозначает перемещение и дороги. Может быть, и не только как человек к вам может приехать, а вы
можете с кем-то съезжаться, даже если мы говорим, да, кольцо, семья. Я допускаю, кто-то уезжает от родителей, взрослые дети. Ну или наоборот, когда вся семья в сборе, вы съезжаетесь вместе. Но это еще карта больше работы касается. И у нас пространство, эфир, интернет, поэтому для кого-то как вторичный заработок, если мы говорим, что, да, спешит в вашу жизнь. Тут какие-то возможности спешат, мне бы хотелось сказать так. Возможности и заработать, может быть, деньги, тогда нужно быть внимательным, что-то просчитать. Может быть, это какой-то новый проект, ведь заслуженный успех имеется в виду не теперь, а несколько позже. А теперь мы только делаем первые шаги, вот как этот человек, который толкает лодку и отплывает от безжизненного берега. Вы знаете, вот эта карта и вот этот саркофаг с Анубисом как раз говорят о чем-то, об одном. Как будто нет смысла вот на этой выжженной земле уже оставаться. Ты там уже все, что мог, сделал. Ты уже действительно, телец, сделал все, что мог. Твоя задача идти дальше. И какого рода или какие бы ни были сожаления. Нам ведь тоже человек показан такой очень сосредоточенный. Видно, что решение ему это не так просто далось. И вам, видимо, скорее всего, придется еще и не просто выводы делать, а еще и решиться на что-то сделать, как в будущее первый шаг. А для кого-то, правда, возвращение конкретное того человека, которого вы уже хорошо знали. И это не обязательно будут те люди, которых мы рады видеть. Может быть, некоторые вопросы вернутся к вам как на доработку. Неожиданности, возможности. Видимо, стоит причесать, как и собственные эмоции, навести порядок в своем доме, кстати, очень часто по четверке жезлов. В своем жилище вы можете что-то реструктурировать, менять. Может быть, банально переставлять мебель, у кого-то косметический ремонт, а может быть, просто генеральная уборка от хлама, да, полностью очищаете пространство. И поверьте, это очень полезно, когда мы меняем пространство, потому что это мы входим в новый, как будто в новый дом. Новые энергии меняются. И потом вторично пространство меняет нас. Это праздник после победы, мои дорогие, в неожиданностях. Правда, тут какой-то прогресс. И этот прогресс ему придется уделять внимание. Может быть, в зависимости от того, что у вас как раз на кону этого прогресса будет стоять, или какие вопросы у вас сейчас, ну, как складываются в красивый узор или в какую-то возможность, чем сейчас предпочтительнее заниматься. Вот тому и вы будете уделять внимание. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги, поэтому с финансовой составляющей или с какими-то контрактами, соглашениями, может быть и бумагами, вам, скорее всего, придется либо определяться, либо это через людей какие-то контакты будут, да, согласовывать, договариваться. Вот к этому будьте тоже готовы. Но, в принципе, это вы сами кормчие, мои дорогие. Это вы сами лодку своей судьбы куда-то направляете. И вот решиться нужно, да? Ну, наверное, не случайно где-то про решение и решимость первого шага туз, треф и говорит. В неожиданностях больше приятной, конечно, энергии, как я сказала, праздник после победы. В чем ваша фортуна? Уйти от разногласий, уйти от путаницы, уйти от каких-то ненужных споров, которые были прежде. Может быть, это те люди, которые вас пытались многократно в этот спор втянуть. Или в какие-то обвинения, в какие-то ложные обязательства затащить буквально, да, ну вот не очень честны были с вами, понимаете? И есть опыт из прошлого, когда вы понимаете, я заложник или заложница собственных обещаний. Ну, а как мы люди честные, мы понимаем, раз слово дал, да, значит, надо как-то держаться уже и это свое слово осуществлять. Но потом с развитием, течением времени мы понимаем, лучше бы я молчал. Может быть, ну, явно тут какая-то ситуация из прошлого. И теперь мы этот конфликт сводим к нулю. И мы туда больше не пойдем. Еще это карта сложного выбора, но у вас она в позиции, как в чем ваша фортуна. Вам будет легче какой-то выбор сделать или какая-то тема для вас будет абсолютно очевидна.
энергия любви, энергия денег, правосудие. Вам тут как пространство может вернуть какие-то отношения, правда, и человек какой-то может вернуться, как по судьбе. Ведь это как карма, мои дорогие, правосудие. Я должна сказать, конечно, это старший аркан. И карта говорит, это не совсем вы решили или не совсем ваше желание. Тут явно есть в личной жизни какая-то тема, когда этого хочет или наоборот не хочет другой человек. И в зависимости от того, какая палитра событий складывается, вы будете принимать какое-то решение. Но здесь может быть как и переезд, правда, или приезд человека к вам, что-то связано с дорогами. А может быть, этот союз будет касаться работы. И здесь тогда тоже как будто по судьбе. Будьте внимательны. Кого нужно, судьба возвращает. А если даже это какая-то история, ну, которая такая вам может показаться 50/50. Карта не говорит, что мы отказываемся. Скорее всего, какой-то момент прогресса на будущее в этом все равно присутствует. Ну, правда, вам как по судьбе. Конечно, всегда аркан правосудия – причина и следствие. Мои дорогие тельцы, если вы сделали раньше что-то хорошо, пусть руками других людей вам как пространство, вселенная, судьба помогает. Помогает уйти из какого-то раздрая, по сути дела, так. Но и будем реалистами. Если какой-то вопрос мы сделали так вот, ну, не очень хорошо, в чем-то ошиблись. Признавать свои ошибки будет очень правильно. Тогда меньше энергии мы на это потратим. Мы люди. 100 раз ошиблись, еще раз. 100, а то и 150 ошибемся. Поэтому себя корить не надо. Сделали выводы и пошли дальше. Повторюсь, для вас сейчас задача вот все то, что надежно, то, что может быть продолжено. Максимально этому уделить внимание, плюс с элементом новизны. Энергия денег. Будьте готовы к неожиданностям. К неожиданной информации, может быть, вам придется что-то переделывать, перестраивать. И нам, кстати, мы говорили про деньги, будьте внимательны с деньгами. Может быть, вам эти деньги, какая-то сумма, я бы сказала, заначка. Или пусть это не напрямую заначка, но все же какая-то сумма должна быть. Почему? Почему? Потому что по рыцарю жезлов нас еще что-то ожидает впереди, то, что сегодня мы просчитать никак не можем. И понятно, раз на деньги такая выпадает карта, значит, эта сумма вам понадобится. Вот будьте к этому готовы. Может быть, у кого свой бизнес или даже банально на работе меняется руководство, система взаиморасчетов может меняться. Вы, может быть, или вам доведется, или придется что-то изучать, самого себя где-то в финансах перестраивать. Вот к этому тоже будьте готовы. Для кого-то из вас могут даже стать, ну, это редко бывает, чтобы рыцарь жезлов олицетворял перемещение. Хотя, да, скорость эта карта олицетворяет. Скорое известие тоже олицетворяет. Неожиданности, опять же, об этом. Но иногда все-таки здесь есть мобильность в этой карте. Может быть, на кону будут вопросы вашего автомобиля. Но даже так банально будем говорить. Все же мы смотрим с вами на финансы. Потому что вам надо будет совершенно необходимо быть мобильным. Вот к этому тоже будьте готовы. И поэтому, ну, ваше авто должно быть в порядке. Или вы должны понимать, каким образом вы будете перемещаться. Может быть, кто-то... Шестерка мечей мы говорили, правда, переезд. Билеты будет покупать, да, и, значит, сумма денег какая-то должна быть. Заначка это назовите, или, в принципе, это ваш какой-то актив или пассив. Но будьте внимательны, опять же, к сфере финансов. Энергия ваших достижений. Ну, это ваша карта. Конечно, у вас выпадает король пентаклей, у нас еще есть королева пентаклей, то и свойственно вдохновение. Она умеет отстроить свою жизнь даже из любого хаоса или какой-то неразберихи. Но нет, а король пентаклей, несмотря на то, что энергии вроде одинаково, а все же король. И я могу сказать так, мои дорогие девочки, да, здесь может быть, конечно, какая-то конкретная персона в виде мужчины, может быть, какая-то взаимопомощь, взаимодействие или общий бизнес. Все же у нас тут выпадает кольцо, правда? И поэтому на сферу достижений могу где-то так вскользь сказать, что, ну, союз какой-то у вас есть, мои дорогие мужчины, это ваши какие-то планы,
и они, ну, вы как командуете парадом. Но все равно кольцо же мы не исключим, правда? И значит, все равно по сфере достижений тоже какие-то есть доверенные лица, или вы будете продумывать, может быть, сужать даже вот круг таковых, потому что вам нужно что-то надежное. Ведь король – это великий консерватор. Это для всех, каждого из вас, мои дорогие тельцы, видимо, до конца сентября. Ну, если мы учитываем планетарные транзиты, вот у нас до 21-го Солнце в Деве – это критическое мышление. Дева, как и вы, знак стихии Земли. Есть такой момент, мы можем подзастрять в перфекционизме, думая, что сейчас я сделаю что-то с совершенством или доведу до какого-то почти волшебства или шедевра. А тут будет очень важно, это астрологически, опять же, планетарно, уметь быстро переключаться на какие-то новые задачи, которые более перспективны. Поэтому не подзастрять у вас кварты и скорости, и перемещений. Где-то вот примите эту подсказку тоже. Но и из реализма мы отталкиваемся. И отчасти все равно с элементом консерватизма. То есть есть то, что незыблемо. То, что должно быть абсолютно точно сохранено и продолжено. Вот об этом говорит карта. И тогда, кто знает, финансовая история как-то улучшится или, ну, появятся еще какие-то возможности, и вы сможете правильно взаимодействовать. Поэтому, мои дорогие тельцы, целиком и полностью энергии ваши, хотя какая-то аналитика и осторожность должна присутствовать. Перекладывайте на себя. Я благодарю за ваши добрые, искренние комментарии, за то, что вы смотрите и откликаетесь на мои видео, мои дорогие тельцы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.